Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Подписывайтесь на Снежану Егорову, ссылка на канал в описании. Переходите, интересуйтесь, прямые эфиры, интервью, записи. И, конечно, взгляд на все происходящее. Слушайте, как обернулась ситуация, как воспрял духом Зеленский. Сегодня прям поток заявлений, будем разбирать, наверное, каждое, потому что в каждом сквозит вот это переможное, вот это потужное. Значит, по факту люди, анализирующие процессы, они смотрят на все и диву даются, потому что вот этот эпизод с энергетическим перемирием – это деклассификация Зеленского, это утиль Зеленского, это вообще, в сторону отодвинутая Украина в принципе, и простите, пожалуйста, молчащий Кремль, который ничего не говорит, там приказ был, не был, а потом к вечеру появляется Трамп и говорит: я лично позвонил, попросил Путина не бить, потому что морозы. Потерпи недельку, 7 дней, давай не будем бить, потому что люди страдают. И Путин согласился, и они сидели, у них там своя была свадьба политическая с министрами, да, в Америке, там тоже напряженная ситуация, шатдауны, в общем, вопросы. И они сидят и там восторгаются. Ничего себе, какое благородство, какой Путин молодец, а мы не ожидали, мы думали, они откажут, а они не отказали. И Зеленский, у него прорвало сегодня. Значит, не отдадим Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. У нас два варианта. План А или план Б – это быстрые переговоры завершения, а план А или Б, другой план – это длительные переговоры, но нам тогда нужно усиление. Ах, вы такие-сякие, не даете ПВО там, или какое-то вооружение, или деньги. И, конечно, приглашение Путина в Киев – это просто вишенка на этом торте. То есть Зеленский сам заявляет о том, что надо встречаться, надо вопросы территорий АЭС лидерам решать. Это важные вопросы. Мы ничего не отдадим без боя. Мы такие. Ему из Москвы ответили на неделе. Ушаков говорит: я хочу. И специально он сделал это заявление. Это специально сделано, что мы от своих слов не отказываемся. Приезжаю в Москву и будем разговаривать. Но он же... Я ждал, когда он это сделает. Да, может быть, в прошлую итерацию, но он сделал это именно сейчас, на фоне этой окрыленности. Говорит: приезжай, Путин, в Киев. Боишься? Ха-ха-ха. История Украины знала приглашение в Киев. И вы знаете, в Мариуполь, например, приглашали Шойгу на допрос. Об этом Кость Бондаренко вспомнил, написал у себя на телеграм-канале. Это правда так. Приглашали в Мариуполь. Где Мариуполь? Вот сейчас Зеленский Путина в Киев зовет. И как-то тревожно становится, особенно тем людям, которые в пакеты ходят на горшок и слушают там Бахматова и говорит: песок для котов покупайте, я буду рыть выгребные ямы, да, это ужас и кошмар, но это я буду делать, мы не должны уезжать, мы будем ходить в ямы, но будем побеждать. Потому что задача же Путина, врага, в том, чтобы мы уехали из Киева, а мы не уедем, назло. Как вы видите эту ситуацию? И самое это интересное, опять-таки, одни говорят и разочарованы, говорят: Путин ничему не учится, опять какой-то жест доброй воли, за которым последовало опотужнивание. Другие видят немножко хитрее дипломатию, и фактически, если мы раньше говорили: Украина, там, да, отрицательная субъектность, никакой нет субъектности. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас может случиться так, что Трамп подымет трубку, поговорит с Путиным, и Зеленский уйдет из Донбасса, или откуда-то, да, или какое-то решение другое. То есть и Украина скажет: мы, конечно, будет кричать громко, но сделает то, что сказано. А это же вообще не за то воюют солдаты на фронте. Что думаете по поводу такого яркого момента с этим энергетическим перемирием? Ничего удивительного, Саша, вы же знаете прекрасно, что это было ожидаемо. Так как участники этого оркестрика, небольшого оркестрика, который играет для всего мира прекрасные романсы,
симфонии, арии, понимаете? То есть артисты одни и те же, труппа одна и та же, и труппы вокруг них одни и те же. То есть страдают по-прежнему украинские граждане, они страдают по всем континентам. То есть те люди, которые находятся внутри и непосредственно страдают от мороза, от отсутствия воды, тепла. Но мы же помним, что это тоже какая-то определенная фракция людей, ну, то есть фрагмент определенного общества. В то время, когда некоторые люди сидят без света и нам показывают их страдания, что кто-то, значит, должен ямки рыть, приходит, значит, Кличко, стоїть, значить, в оточенні жіночок, і вони такі гривами кивають, страждають, ой-ой-ой. В это же время нам показывают опросы, где другие жіночки розказують, що ні, ми не мусимо здаватися, щоб нам тут хтось щось нав'язував. І третья группа людей прекрасно себя чувствуют, у них какие-то тусовки, презентации фильмов, они танцуют, веселятся, у них все хорошо, они ведут какую-то светско-гламурную жизнь. Это что касается народа. То есть народ не объединен никакими общими страданиями, потому что те, у кого есть свет, у них не так все плохо, те, у кого есть генераторы, они вообще могут достаточно долго находиться в подобного рода состоянии. Ну а Зеленский и Кремль, так называемый, это вообще отдельная история. Ну, то есть мы же знаем прекрасно, давайте вспомним. Вот, например, начинается специальная военная операция, и Владимир Александрович Зеленский исчезает где-то из информационного пространства. Потом мы узнаем, что он сидит в бункере и просит бывшего премьер-министра Израиля позвонить лично Путину и уточнить у него, будет он убивать Зеленского прямо сейчас или когда-нибудь потом. На что Путин говорит, что убивать мы Зеленского не собираемся, потому что мы же хотим договориться. И сразу же тут же Зеленский, получив гарантии безопасности, выскакивает и кричит: мы тут, мы разом с народом будем стоять, будем воевать. Значит, и нам рассказывают потужные истории про то, как он ночевал в бункере на маленькой кроватке, значит, там стояли его маленькие копытки, и, значит, он каждое утро становился на эти копытки и бежал потужничать, значит, відстоювати нашу незалежність. Потом мы же знаем эту историю про акт доброй воли, как решили все-таки в Стамбуле Арахамия, значит, сказать, что да, конечно, ударили по рукам, все подписываем, едем только вот, сейчас донесем до сведения и тут же выполняем, только отведите войска. Ну и, понятное дело, дальше приезжает Борис Джонсон и говорит, а давайте-ка повоюем после того, как войска отведены. Сейчас очередная серия, опять же, вот этого же метода, который применяется. Ну, типа, посмотрите, у нас же люди страдают, да имейте ж совесть, у нас же гуманитарная катастрофа. Скоро будем, как говорится, трупы выносить, как в блокадном Ленинграде-то. Ну и, соответственно, русские, ну, конечно, понятно, это наши братья. Мы же не хотим воевать, мы же хотим договариваться. Естественно, откликаются на призыв Трампа, значит, не бомбить инфраструктуру, пожалеть людей. А что, люди знают о том, что их жалеет непосредственно Путин? Они догадываются за эти 4 года, что вот это все, что они получили сейчас этой зимой, они могли бы 4 года все это получать, и, в принципе, уже бы камня на камне не осталось. Они в курсе, что там русский народ сожалеет или сочувствует украинскому народу? Нет. Они полностью получают информацию, переработанную через призму зеленого телемарафону, де їм розказують, що справа не в тому, что русские их жалеют и не хотят воевать в прямом смысле слова, как это было бы с любым другим, наверное, народом, да? А їм розказують, що це тому, що наш потужний розпотужився. Тому що він такий потужний, що, бачите, його весь світ боїться. Он пошел, вот, например, сказал
в Европарламенте, что лохи вы, значит, жалкие, а если будете с Украиной, то никогда никто об вас не будет ноги утирать. Он сказал, приказал Трампу, а ну быстро позвони этому диктатору Путину, ты ж с ним там на связи, а ну прикажи ему. И все, Путин подчиняется. Ну, то есть это очередной плевок в Кремль, естественно. И вот это вот приглашение. Ах, в Москву меня приглашаешь? Давай, давай сюда, в Киев приезжай, если не ссышь. Ну, то есть мы прекрасно понимаем весь этот цирк. И ужас заключается в том, что сейчас, безусловно, опять будут это все обсуждать. Кто потужный, распотужник. То есть Кремль опять дал пас на Зеленского, чтобы на западной стороне опять его вознесли до вот этих вершин, понимаете, практически, ну вот, ну я не знаю, это просто практически вот царь усих стран. Ну, погодите, но неужели в Кремле этого не понимают? Понимаю. Ну, вот смотрите, тут же какой момент? Плевок в Кремль, это делает регулярно Зеленский. Тут же момент вот этих переговоров в Абу-Даби. Причем принципиальный момент. Упор, говорят американцы, только в позиции по территориям. Но Уитков вчера говорит, слушайте, так у нас прогресс, они прям вот никто не ожидал. То есть может ли быть вот эта уступка, ну, собственно, разменом на уход из Донбасса? Нет. Нет, на самом деле нет. И вообще, вот вы понимаете, опять же, все кричат. Это же информационная созданная волна по поводу Кушнера, Виткофа, которые прямо вот челнокуют, договариваются, мира хотят, выполняют личное задание Трампа, спецпредставителей и прочее и тому подобное. Но мы же не знаем, о чем они договариваются. Мы же не видим каких-то официальных документов каких-то, которые они планируют подписать. Точно так же, как мы не видели секретные пункты соглашения о редкоземельных металлах, о столетнем договоре с Британией там, и прочее, которое подписывалось Свириденко, мы же народ не видим, то есть нас никто не ставит в известность. Более того, я думаю, что парламентариев, так называемых, вот этих обезьян, которые жмут за $1000 на кнопки, и даже Юлия Владимировна Тимошенко и Петр Алексеевич Порошенко не в курсе этих дополнительных договоренностей. То есть это вообще совершенно частные истории, которые наталкивают нас на мысль о том, что, ну точнее, это даже не мысль, которая случайно залетает, это не конспирология. Мы знаем прекрасно, что Зеленский параллельно, когда он выезжает, значит, на свои вояжи и делает какие-то громкие заявления для прессы, то есть чтобы создать вот этот информационный шум, и всем было о чем побеседовать, а потом он встречается, но это всегда уходит в тень, например, с представителями BlackRock, то есть он встречается с настоящими хозяевами Украины. То есть Украину каким-то образом в процессе вот этих 30 лет довели до состояния товара, который купили и скупили по дешевке. Та же Юлия Владимировна в этой схеме принимала максимально активное участие. Если ее использовали в темную, значит, она клиническая идиотка, но похоже, что Юля не в такой стадии находится безумия, поэтому, скорее всего, она была осведомлена в том, что она делает. То есть она кричала, рассказывала про украинскую землю, не віддамо, люди добрі, потом получила свой кусок пирога в зубы и віддали. То есть продали землю, продали все активы, продали энергоинфраструктуру, все продали. И, видимо, результаты этой сделки, которые должны были наступить в определенном обозримом будущем, по каким-то причинам были невыгодны или неудобны Кремлю. И, соответственно, из-за этого
из-за контроля каких-то определенных активов или какой-то определенной территории, которая является общей, как ни крути, вот возникает вот эта вот заруба между владельцами этих активов. То есть, по сути, это война олигархов. Но украинцев и русских используют как боевые отряды. Но если в России они могут себе позволить нанимать армию и платить ей хорошие деньги, соответственно, рассказывая на полном серьезе про подвиг наших предков, дедов и отцов, и про то, что деды и отцы отстояли, и вы давайте воюйте, и они как бы честно идут, воюют за русскую землю и за родную, как говорится, семью, город и прочее, а украинцев просто используют по полной программе. Ну, то есть их держат в темную, вслепую, и только лишь на вот этих вот лозунгах по поводу потужности, по поводу агрессора и по поводу того, что не віддамо, відстоїмо, непонятно что вообще. И теперь, когда народ начинает потихоньку прозревать, денег, естественно, никто ему не платит. Может быть, и давали западные структуры бабки на то, чтобы воевали солдатики и получали и гробовые, и какие-то там боевые. Но все эти бабки, Миндичи и Шефира положили себе в карманы, как мы помним из разговоров, которые нам озвучили, что они даже на защитные сооружения для энергоинфраструктуры пожалели бабла и сказали, все равно это все будет разрушено. Зачем же такие красивые денежки на ветер бросать? Давайте сложим их в карманы и поедем в Тель-Авив. То есть, когда украинцы начинают прозревать, что это олигархическая война, что их используют как мясо, тогда им, этим рабам, объясняют, что ну, у вас нет шансов, друзья, но сегодня или завтра, какая разница? Или вы умрете в окопах, но хоть какая-то польза будет, хоть какую-то там ракету кинете, а мы еще посидим и порассказываем про потужную нашу армию в 1 миллион солдатов. Или будете вот замерзать в своих собственных хатах, сидя под лавкой, потому что, как мы знаем, огромное количество мужчин рассчитывало переждать, пересидеть эти тяжелые времена, где-то там мамка прятала, там дружина ховала десь, не выходили вообще годами на улицу, думали, что все это закончится. Но нет, не закончится. Всех выковыривают, всех уничтожат, потому что у Зеленского стоит задача от его хозяев, которым он продал этот актив и, соответственно, несет за него ответственность. И его задача, это следующий этап, нужно расчистить эту территорию от биологического мусора, как они считают, от вот этих вот людей, которые считают, що вони українці, вони тут народилися, вони тут в школу ходили, в дитячий садочок, вони ж люблять мову, вони вже всі не москвороті стали, а україномовні, вони готові сидіти у підвалах, але тільки давайте все ж таки виборюємо нашу перемогу і будемо разом жити. А им никто не собирается тут давать возможности жить. И Зеленский, Притула, Стерненко, Федоров, который на прямом, ну, на голубом глазу говорит, что наша задача в день по 50 тысяч русских убивать. Ну, то в есть месяц, они говорят, в день, да. Ну, или в месяц. Они говорят, в месяц будем вас убивать по 50 тысяч, а такой Путин сидит, да, точно, что-то люди страдают, наверное, нужно сделать перемирие, пусть пострадают без ракет, все равно холод будет их мучить. Ну, то есть, Саша, но зачем мы пытаемся сделать вид, что мы не понимаем, что это все разыгрывается по нотам? Что есть сила, которая стоит и за решениями Путина, и за решениями Зеленского, и даже за решениями Трампа. Это сила, которая купила всех с потрохами, которая имеет такие рычаги управления на всех участников этих событий, и, соответственно, они диктуют им условия. Но мы же уже неоднократно говорили, что эта сила – это финансовый капитал, который находится в руках определенных венецианских купцов, юристов, специальных гусских, специальных украинских, специальных американских. Мы знаем прекрасно,
какое влияние имеет еврейское лобби в Сенате Соединенных Штатов Америки. Мы слышим, мы же не глухие, о том, как Такер Карлсон и Кэндис Оуэнс кричат, что еврейское лобби управляет, по сути, нашим государством. Мы уже своего собственного государства не имеем. Так Украина не имеет своего собственного государства, Соединенные Штаты не имеют своего собственного государства, для граждан я имею в виду. И получается, что в Кремле тоже есть силы, так называемые башни, которые давят на Путина и помогают ему принять решение, когда они держат его за руки и предлагают ему все-таки отвести войска от Киева, потом сделать акт доброй воли, еще один, и еще один, и еще один. Но получается, что в конечном итоге мы приходим к версии Киссинджера, который хотел еще там в 2020 году или в каком, в 2012 году расформировать государство Израиль на территории Ближнего Востока. Значит, они готовятся к этому процессу. Значит, не до конца еще определены роли в этом процессе. Значит, еще, как говорится, нужно помучить народ, чтобы он не гундел, когда это начнет происходить, по весне, например. Снежана, ну, смотрите, Зеленский сегодня тоже такой интересные вещи говорит. Значит, Гренландию захватывать Трампу нельзя, это легализует захват Крыма. А вот этот вот контакт в Абу-Даби, на который Кушнер и Витков не едут, это будет контакт между двумя, будет зависеть от того, что там по Ирану. Ну, вот, если что-то полыхнет, да, а сейчас там есть... Причем интересно, что есть вещи, которые указывают, что ничего не полыхнет, а есть вещи, которые указывают, что полыхнет. Ну, Иран отказался от этих переговоров. Президент Ирана сейчас в Москве, да. В общем, интересная как бы диспозиция, но Зеленский, конечно, на коне. На коне, и, возможно, я бы даже так сказал, что геополитически вот эта уступка Путина, она в том числе играет вот на эту историю, на историю с Ираном. Потому что Иран не Венесуэла, Иран будет отвечать. У них есть ракеты, они будут их запускать. Это знают соседи в Катаре и в Арабских Эмиратах, которые говорят Трампу: не вздумай, ну там десант, бомбить, не надо, потому что они будут бить, и тогда будет небу жарко. Но, судя по всему, как бы мир на пороховой бочке по поводу Ближнего Востока. Но вот эти метания Зеленского меня удручают. Ну, как удручают? Удручают от того, что... Ну, знаете, такое ощущение, что... Помните, раньше была такая история? Ну, это несколько таких было информационных таких вещей. Это говорили и про Зеленского, и про других управленцев, что нужен человек, который будет сидеть и записывать условно заЗеленским, да? А потом... Так был же такой, это был Ермак. Записывать. Он как раз и записывал за ним. А потом как бы выдавать результаты. Потому что, получается, это давно заметили еще до Большой войны, там, да, до вот самого начала это фактически было у Зеленского, и еще был такой пример в истории Украины, потому что он как бы говорит, дает распоряжение, а никто его не выполняет. Ну, типа, ну, сказал и сказал, да, ну, сказал и забыл. И получается, власть как бы не власть, да. Так вот, сейчас очень интересно, как бы два момента я хочу обсудить с вами. Момент первый. Снежана. Говорит нам Зеленский в Давосе после своего феерического выступления или встречи с Трампом, наверное, в финале уже, после того, как он выступил, говорит: вам не интересно, что я здесь говорю? Да не-не-не, там люди показывают, надо уходить, проваливай со сцены. Он нам говорит четко и ясно: гарантии подпишут после мира. Сегодня на волне и на крыльях потужности, которые вы описали выше, он говорит: до. Все говорят: подожди, так до или после? Ну, то есть, разница всего там неделя условно, да, между двумя высказываниями. Но что-то принципиально поменялось. Ну и второй момент, он нарезает задачи Федорову и употребляет слово «бусификация», которое официально признано кремлевским. Так есть бусификация, представляете, Зеленский ее признал. Что скажете, как прокомментируете? Ну а как ему не признать бусификацию, если он ее же сам и создал? Естественно, есть бусификация, и они прекрасно знают, что
в армию, так называемую украинскую, людей набирают насильственным способом. И, конечно же, Федоров каким-то образом должен этот вопрос решить. Ну а каким образом может решить это все Федоров, который решает на протяжении всех этих лет одну задачу – превратить из реальной страны Украины, где были реальные граждане, реальная земля, реальные дома, квартиры, у людей были кастрюльки, они их могли даже на голову иногда надеть, выйти на Майдан, поскакать, потом прийти борщ в них приготовить, потому что были реальные магазины, где было можно купить реальные продукты и реальных детей накормить и в реальный детский сад отвезти. Это была одна Украина, она в прошлом, потому что Федоров, Зеленский, Притула и Стерненко, вот эти 4 мушкетера, они превращают из реальной страны страну в смартфоне. То есть Федоров будет с помощью технологий, которые тоже уже практически, я так понимаю, на мази и уже внедряются через вот эти ебалы, через вот эти все приложения, там, я не знаю что, Дия и прочие вещи, они внедряют полностью надзорный капитализм, который в Соединенных Штатах Америки над этим работают, и колоссальные бабки в это вкладываются. И Илон Маск работает над искусственным интеллектом, о чем он, собственно, долго рассказывал на одной из панелей в Давосе, но только это никому не интересно, понимаете? Всем интересно следить за тем, что Зеленский рассказывает, не искусственный интеллект, вернее, точно полное его отсутствие. То есть это говорящая кукла, которую постоянно заряжают какими-то программами, перфокартами такими. Эти перфокарты ей пишутся в Ми-6, и эта говорящая кукла произносит те или иные задачи, но при этом она алчная, у нее есть свои какие-то амбиции, потужности, и главное, о чем думает это существо, это о том, сколько бабла он заработал после очередного своего вояжа, например, там в Литву, где он там потужничал и рассказывал, что Шпиц, Лукашенко, это ужасная собака, это вообще практически, ну, скажем так, угроза, понимаете, угроза нашему укладу, нашей стране, не побоюсь этого Не, ну слова, в ядро. подождите, шпиц хороший, шпиц умка, больше прав у шпица, чем у Но народа подождите, это белорусского. угроза человечеству, по сути, собака Лукашенко. Ее же обсудили вообще везде, где только можно было. То есть то, что искусственный интеллект будет управлять людьми как баранами, об этом никто не говорит. То, что Джей Ди Венс является ставленником, по мнению специалистов, которые тоже высказываются и тоже чем-то недовольны. В Америке очень много есть людей, которые вообще не понимают процессов, которые происходят. А они абсолютно идентичны тому, что происходит у нас и у них. И они считают, что Джей Ди Венс является ставленником Пентагона, и что за его спиной стоит тоже еще один из темных гениев современности, Питер Тиль, которые, в принципе, тоже вот эти вот платформы развивают, которые, в принципе, призваны полностью собрать информацию о каждом человеке и с помощью вот этого интеллекта искусственного обрабатывать с такой скоростью данные, что каждый человечек, которому позволено будет жить, который выживет в этих обстоятельствах, он будет, по сути, находиться в концлагере под полным, постоянным, круглосуточным контролем. То есть вот эти все истории, что сказал Зеленский, как сказал Зеленский, Путин его пригласил в Кремль, а он его пригласил в Киев, и все это будет обсуждаться. Вот это все, это бой барабанов, Саша. Интереснее другое, как дерибаниться и кому будет принадлежать, кто будет финальным бенефициаром ресурсов, земли, воды, энергоинфраструктуры, значит, атома, освобожденного уже от советского вонючего наследия, вонючего русского газа, вонючего там еще чего-то прочего. Кто будет вот этим всем обладать? То есть идет передел мира между теми, кто
участвует в этом процессе. И Зеленский, кстати, один из участников этих процессов с его миллиардами, которые он награбил на нищих, убогих бабках, дедах, стариках и детях, которые скачут за нього и кричать, який він потужний, он ограбил их и миллиарды себе в карманы положил, но он их не припрятал, он их вложил в разные активы. Вот в эти все прииски, банки. Вот сейчас говорят, что у Зеленского есть даже доля в этом производстве вакцины AstraZeneca, то есть Урсулка фон дер Ляйен с ним поделилась своим бизнеском, который она на коронавирусе, как говорится, налатошила. То есть сейчас идет перераспределение между теми, кто имеет доступ к этим средствам, и они решают свои собственные вопросы. А для лохов, которым они ничего не должны, а Зеленский прямо-таки не стесняясь всем сказал, что он никому ничего не должен, они разыгрывают вот этот спектакль. И мы можем еще очень долго, годами вообще обсуждать, кто куда пошел, кто что сказал, кто пришел. Вот, например, Притула поехал, например, в Канаду и заплакал практически крокодилями слезами, що наші ж українські діточки, скільки ж наших діточок там у Канадщині, та вони ж вже більше ніколи не повернуться. То есть они выполняют задачу, которая им поставлена из Букингемского дворца. Надо расчистить это пространство, территорию от лишнего человеческого ресурса. Выполнять. А так как ни у Зеленского, ни у Притулы, ни у Стерненко, ни у Федорова нет вообще никакой совести, нет эмпатии, сочувствия к этим людям. То есть это новое поколение, которое взрастили вот эти вот советские люди. Вот таких вот детишек они нарастили, понимаете? Это поколение, которое мы заслужили, которое мы воспитали, и которое, ничтоже сумяшися, не дрогнувшей рукой, убивает бабушек. Их не интересует судьба какой-то бабки, какого-то деда, который где-то там замерзнет на Троещине в собственной квартире. Потому что, у него нет света, воды, не работает лифт, и старый человек просто ложится и умирает. Вот была же эта информация, что бабушка Холокост пережила, так она еще была ребенком, и это еще были православные люди. Остатки вот той царской, как говорится, поросли. Так еще, видно, кто-то пожалел, кто-то пригрел, кусок хлеба дал. А старушке уже никто даже в дверь не постучал из соседей. Не спросил: бабушка, как вы там? Да, она говорила по-русски и на идише. Баба Женя. Потом говорит, нет, говорит, она не от холода умерла, сердце. Понимаете, какая тут история? Вы говорите, мы. Мне кажется, что все-таки не мы. Я с вами буду дискутировать по этому поводу, потому что, давайте так, я исключительно уверен, даже в эти самые темные времена, особенно видно светлых людей, и добрых людей все равно больше. Но это прям какая-то нечисть заполонила общество украинцев. Прям нечисть правит бал. Значит, Черниговская область. Выгоняют Богуславия с храма монахинь на мороз. Они говорят, так вы прописаны здесь, вот прописка. Пошли вон. Значит, тоже я рассказывал в шуме, в позапрошлом, по-моему, как украли скит Святогорской лавры в городе, в селе Богородичном. Там фронт недалеко, и там некому было это сделать, кроме как людям, связанным с военными. Давайте вот так скажем. Да? Нет. Значит, колокола там такие литые, в общем, понятно, что их тянули куда-то, видимо, на металл или куда-то на переплавку. То есть украли колокола, плюс ограбили внутри церковь и так далее, и так далее. И вы понимаете, какая история? Сегодня мне присылают оттуда, да, со Славянска люди присылают сообщения,
что, ну, как бы, спаси Господи за огласку, за то, что вы об этом рассказали, тоже, что, ну, там, люди неравнодушные об этом рассказали, об этом воровстве. В лесу нашли воз, накрыт сетками, с вот этим языком, который у самого большого оторвали, с вот этими колоколами. То есть, все-таки, ну, как бы Бог смилостивился и нашли вот это вот украденное. То есть, они его в лесу припрятали, ну, видимо, до лучших времен. Да? Но ведь даже не просто так нашли, Саша. Видно, все-таки кто-то наводку дал благодаря огласке. Ну, то есть огласка еще до какого-то момента, она все-таки работает. Но что, в чем вы дискутируете со мной, мы или не мы? Все это мы, понимаете, вот эта Украина такой была 30 лет в последнее время. Потому что у людей с властью был так называемый договор негласный. И он заключался в том, этот договор, что власть грабит на верхах и не трогает народ, а народ радостно грабил друг друга и совершал преступления внизу и не трогал власть. То есть вот этот разрыв между властью и народом существовал давно, и он все время только увеличивался. Мы что, об этом не знаем? Мы разве об этом не говорили, когда мы встречались в студиях теплых, светлых, понимаете, где люди ходили все на работу и создавали очень интересный контент, который всегда заключался в том, что никогда нельзя было найти общий язык даже в студии, потому что все время создавались вот эти вот тараканьи бега, понимаете, и вот эти вот стенка на стенке. То есть даже прямо телевизионный проект, его концепция была, что нужно, значит, синий угол, красный угол, и должны быть столкновения. Всегда должны были быть какие-то скандалы в телевизоре. То есть не было проектов, где люди объединялись. То есть людям не показывали, как пример для подражания вот этих вот достойных людей, как рожают много детей, как они счастливы, как государство им помогает, как вообще там, я не знаю, они поют вместе, танцуют. Нет, был проект «Танцуют все», там скакали на Майдане, значит, и прочее. Но это все было для молодежи, больше для того, чтобы создавать вот эти вот общественные движения, чтобы молодежь как раз наоборот друг с другом объединялась, скакала, танцевала и родила життю. Ну так вот это все и выплеснулось. Молодежь скачет, танцуя и радіє життю. То есть старухи умирают вообще. Бахматов говорит, что нужно ямки рыть, чтобы туда, значит, гадить. А ці танцюють на Київському морі і демонструють, що нас брешеш не візьмеш. Так это дети тех, у кого генераторы, все на машинках туда приехали, в лыжных костюмчиках, понимаете, дорогостоящих, в шапочках песцовых, понимаете, и они там скачут. У них нет проблем, потому что они с этой властью находятся в полном, как говорится, в гармонии. Они обслуживают эту власть. Это как раз вот те, которые бусифицируют людей, обелечивают их, у которого по 3 миллиона долларов в тумбочке лежит, потому что они справочки выписывают, или там еще какие-то услуги этой власти предоставляют. А вот этот вот простой народ, он дохнет, и, в принципе, никому его не жалко. Так это мы. Это мы. То есть вот эти же люди простые, которые грабили храмы, а те люди простые, которые священников избивали, а вот эти люди простые, которые бабку, которая по-русски говорит и на идише, они ее за человека не считают. Это все мы, Саша. Это наша Украинушка. И мы отгребаем результаты вот этого вот социального эксперимента, который над нами производили, а мы соглашались, потому что каждый думал, что его это не коснется. Это я вам могу сказать со всей ответственностью, как человек неравнодушный, у которого много детей, и когда я видела все эти тенденции, и я приходила в студии, говорила об этом, я на своих каналах там людей к чему-то призывала, я там детей каких-то спасала, деньги собирала, оборудование покупала в медицинские учреждения, еще какие-то там вещи, законы меняла,
сказала, понимаете? Все на меня так смотрели, типа, ты что, дурная или что? Зачем оно тебе надо? Приезжали мои друзья телевизионные, один еврей этнический, а второй украинец Западной Украины. И они такие вдвоем садились и говорили: Егорова, угомонись. Зачем? У тебя все хорошо. Думай о себе. Зачем тебе эти люди? Они тебе кто вообще? А я им говорила, что сегодня их никто не может защитить, кроме меня. Если я со своим реноме, со своей репутацией не встану, не попытаюсь включить свои связи, на каких-то своих там этих связях, не решу какие-то вопросы системно, то завтра эти люди окажутся в помойке. И у меня, например, сердце болит за этих детей, которые будут жить и расти в ненависти или в недостатке каком-то, или у них там не будет чего-то, не знаю, игрушки, конфетки и мамы доброй. А завтра они вырастут, эти дети, и они пойдут, возьмут оружие и будут убивать, потому что они никогда любви не видели, добра никогда не видели. К ним не был никто добр, включая собственных родственников, родителей. Отцы их бросили, матери от них отказались, потому що мамка десь там в Італії сиділа, шукала собі чоловіка для того, щоб добре жити. А эти дети где-то лазили, бабки старые, 70-летние, понимаете, хорошо, если там им какую-то мамалыгу сварят. Кто их там воспитывал? Кто им что рассказывал? Кто их к Богу привел? Или книжку прочитал? Что они знают про Достоевского? Поэтому они сейчас легко, когда выросли, они легко и непринужденно идут в эти отряды, в которые их собирает Корчинский. Они слушают Притулу, которого они смотрели вот так вот в телевизоре, бо нічого іншого вони не бачили, крім Притули, который им с телевизора что-то там рассказывал, хохотал. Кто будет сверху, кто будет снизу. Вот это их герои. Понимаете, они их слушают. И Притула им говорит: піди вбий, донать на дрон. А в Стерненка золоте серце. Ви видели вообще эту рекламу? Убийца Стерненка, він тепер їхній герой этого поколения. Так что удивительно, что они готовы священников бить, бабок, значит, там, хоронить, понимаете, Ну да, воровать колокола, да. Хотя воровать колокола и выбрасывать на мороз этих несчастных монашек. Легко обидеть слабого. Они знают об этом. Этих детей обижали с детства. Их никто не любил, у них не было нормальной системы образования, уже не было тех советских учителей, которые в них в душу вкладывали, не было тех, кто их защищал, а тех, кто, как я, пытался защитить хотя бы их, всем рассказывали: да это сумасшедшая Егорова, посмотрите, она ненормальная вообще, херню какую-то лепит. Это у нее проблемы, у нее, ее муж бросил, она ненормальная вообще, поэтому не слушайте ее. Так у меня все было хорошо. У меня и деньги были, и дети были, и все у меня было прекрасно, и я могла давным-давно уже уехать из этой страны, но я предпочла бороться до последнего за сознание людей. А потом в какой-то момент я поняла, что я одна. Есть только Господь Бог и ангелы-хранители, которые мне в один прекрасный момент сказали: беги. И я просто взяла и со своими детьми поехала еще во время пандемии. Поехала просто потому, что я поняла, что это бесполезно. Когда тебя обложили со всех сторон, ограничили в перемещениях, они же эту пандемию, это был первый этап вхождения в тот процесс, в котором мы сейчас пребываем, и он только развивается. То есть нет конца и края, никто не собирается это сворачивать, пока они не достигнут тех целей, которые они поставили перед собой, они не успокоятся. Ну, получается, смотрите, получается из ваших слов, что нет вообще никакого света в конце тоннеля. Условно, в противостоянии там, Запада и, ну так, я до конца не могу, конечно, назвать Россию Востоком, да, ну, потому что это все-таки западная страна, и там тоже капитализм, там тоже, ну, то есть это западная модель общества. Нет, Саша, это смешанная модель. Помните у Блока? Я всегда на этом акцентирую внимание. Поэтому и не надо Блока, Чехова, Достоевского, Толстого и Пушкина читать, потому что ты начинаешь какие-то вещи понимать. У него сказано:
Россия сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, скифы мы, да, азиаты мы, понимаете, с раскосыми и жадными глазами, говорит Блок. То есть это та территория, на которой всегда происходит столкновение этих цивилизаций. И мы часть этой территории. Просто в Кремле, это всегда, кстати, было такое, все войны и те, которые были в 20 веке, происходили на территории Украины. Первый, второй, третий, четвертый Украинский фронт, это потому что все это происходило на Украине. Они всегда пытаются отодвинуть вот эту битву от стен Кремля. Как вы знаете, дошли куда там, Курская дуга, да, Сталинградская битва, но под стенами Кремля не стояли фашистские эти загарбники, понимаете, захватчики. Потому что было 3 линии обороны. То есть они знают, как это работает. А те, которые живут на Украине, не знают, как это работает. У них другой опыт. У них опыт выживания. Они знают, что если начнется война, то, в принципе, будут танки сюда-туда по твоим домам и по твоим городам лазить. И когда я приходила и говорила, что прекратите эти провокации, вы же провоцируете войну, это же сорвать этот стоп-кран гораздо проще, чем потом этого джина в бутылку затолкать. И будет на ваших улицах война. Вы будете жить на поле боя. Вам будут гробы привозить с вашими детьми. Что мне говорили, Саша? Даже в ваших студиях вы свидетель. Они говорили, Єгорова сумасшедшая. Не слухайте її, вона ненормальна, яка війна, та хто там буде воювати? Да даже не украиномовные, русскоязычные говорили, что не будет войны. Это все так, мы так развлекаемся, понимаете? Мы им туда кинули какую-то предъяву, они нам сюда скинули какую-то предъяву. И когда я говорила, что это рано или поздно закончится, вот это вот перебрасывание словами, и начнутся действия, никто не верил. Смотрите, я просто к чему? К тому, что, получается, надежды нет. Да? Нет. В Кремле, получается, вот они как, когда надо, да, кто надо, попросил, ну, вот это вот, да, вежливо позвонил и попросил, ну, пожалуйста, давайте, пока мороз, не будем. Они вежливо согласились. Да, Ну. они ему делают услугу, ему. Понимаете, дело в том, что когда все это начиналось, и когда Путин вышел и сказал, что остановитесь, я обращаюсь к военным, вы знаете прекрасно, что такое война, и что если ее начать, то потом будет трудно прийти к соглашению. Вы потеряете государственность. Каждое мое предложение, следующее будет хуже, чем предыдущее. Он же регулярно предупреждает. Это и есть, понимаете, его понимание благородства на данный момент. Но когда они поняли, что никто не собирается идти им навстречу, они уже давным-давно приняли это решение, что мы отбиваемся по-любому, по-любасу. А с учетом того, что мы уже, я думаю, что даже самые умственно отсталые осознали, что немножко разные потенциалы у Украины, у которой по скромным значит, подсчетам сейчас 17 миллионов в лучшем случае осталось на территории граждан. И даже при всем при том, что вся Европа воюет с нами, но воевать мы будем нашими людьми. И России, которая даже не объявляла там всеобщую мобилизацию. То есть они будут терпеть, подтянув пояса, до какого-то критического момента. Так а где этот критический момент? Смотрите, Но нам рассказывают, нам рассказывают, и это действительно такой очень важный нарратив этой войны, мол, почему нельзя заканчивать? Ну, патриоты вот эти, националисты, да, которые по марафонам, солдаты, не солдаты, короче, вот эти, которые ротатые вот эти, они нам что говорят? Они нам говорят, что мы должны закончить, чтобы не передавать нашим детям и внукам. У них будут
А у них будут Нет, дети, внуки? да будут. Смотрите, опять-таки, тотальное уничтожение, это все, знаете, может быть, там гипербола с вашей стороны. Не уничтожили тотально, не во времена, там, когда вот это вот вчера Круты праздновали, ну, отмечали день, да, памяти. Ужас же! Ну, если так, здравый человек откроет здравый подход к историческим событиям, они это возводят в пантеон праздников, да, о том, что вот, героизм туда-сюда, Зеленский награждает этих вдов, которые с детьми приходят, матерей этих, понимаете? То есть, какой-то, ну, вот вы часто употребляете в наших с вами пятничных встречах вот это некрофилия, вот это, понимаете? А это же Культ позор. смерти. Культ смерти. Это же позор. Ну, они задержали, чтобы можно было смыться вот этим в эмиграцию. Вагон, территория, директория, ну, вот это и УНР, понимаете? Они говорят, нет, это вот мы поехали и нас признали, это независимость, это ради Короче, ну, по факту все видели, что произошло потом, и как в Киеве поднялось восстание, потому что люди тоже не хотят это терпеть, они уже посмотрели на немцев, они уже посмотрели на всех на свете, и, в общем-то, еще раз, советская власть в Киеве была принята. Вот это вот очень важный момент. И можно по-разному говорить, там, оккупанты, там, Муравьев со своей... Нет, принято, потому что все говорят, ага, землю крестьянам, да, вот это заводы рабочим, то есть принят большевизм был в Киеве. Но это напишите в комментариях, если там согласны, не согласны. Это я понимаю, это дискуссия, особенно с современными подходами историческими, но тем не менее, суть вопроса в другом, Снежана. Нам говорят, дети наши, чтобы не воевали и не решали, вот надо сейчас решить эти проблемы, поэтому и договоры на 100 лет, и гарантии на 100 лет, и вообще вот это все, ну, то есть, да, вот так это все и происходит. Не отдадим, не будем. Выходит помощница Умерова и говорит, наши дети, внуки и, внимание, правнуки должны уметь ходить в туалет в выгребную яму. Ну, она по-другому сказала, имеется в виду, должны быть готовы к тому, что подолгу, может, раз и не будет света, или там не будет удобств, не будет всего остального. 26-й год, да? Во-первых, отношения между поколениями. Я знаю, что мои родители, да, у них тоже были родители, они ходили, да, в этот, ну, туалет, да, на улице, ну, потому что сельская местность, потому что, да, кто-то там обустраивал, кто-то не обустраивал в доме, ну, время такое было. Это было... Я, Саша, ходила в туалет на улице, когда я была ребенком, и жила у бабушки и дедушки в доме. Нет, так я тоже ходил маленький, я был тоже в доме, был частный сектор. Я имею в виду, что это было как, ну, это была норма. Но всегда было заряжено у этого поколения, чтобы дети, чтобы у них было лучше, да? Чтобы там был не вот этот, а унитаз, чтобы был, чтобы было там, да, как, ну там, чтобы квартира там, например, да, чтобы не вот эта покрашенная стенка, да, какие-то обои, чтобы лучше, чтобы ремонт, чтобы какой-то там, не знаю, не старый дедовский драндулет, да, хотя там и на нем ездили очень, а там что-то новенькое, чтобы лучшенькое для следующих поколений. И нам вот это навязали, что мы хотим, вот это вот сейчас мы воюем, да, там тяжело, но это для того, чтобы детям было лучше. А нам говорят, в мир, когда Маск закрывает Теслу, выпуск новых электрокаров моделей S и X, ну, флагман, ну, как бы бестселлер, да, он закрывает и говорит, ребята, извините, я понимаю, надо идти дальше, нет, мы будем обслуживать, будем там запчасти какие-то, пожизненное вот это ПО, гарантия, то есть без вопросов. Но новых моделей не будет. Будут роботы. Я буду роботов делать. И в этот момент, когда Маск запускает производство роботов гуманоидного типа, нам говорят, что наши дети, внуки и правнуки должны быть готовы в любой момент ходить в туалет на улице и быть, ну, прям подготовленными. А у нее, у этой чувихи, которая там рассказывает про наших детей, внуков и правнуков, ее дочка мотается по Швеции, по всей Европе, путешествует, висит. Ну, молодая девочка. Я ее не осуждаю, она молодец.
Ну, Подождите, значит, как это вы не нет, осуждаете? девочку вот эту я не осуждаю. Она, ну, как, она гуляет, она живет свою лучшую жизнь. Такую жизнь, как она. Да, она не отвечает там, что у нее мать... А долго она еще при- эту жизнь сможет вести, если ее мамаша не будет рассказывать нашим детям, вашим детям? То есть, когда она говорит «наші діти», она имеет в виду ваши діти, Да, но не мои. То есть, да. она идет на ту работу, которую ей предложили, рассказывать лохам. Ну так а в чем ее можно обвинить? Извините, Саша, если это игра, которую ведет с народом Украины президент. Он розказує лохам, що ми повинні терпіти, ми потужні, ми, значить, незламні, і давайте, приходьте в наші палатки незламності, там ви можете підзарядити телефон, а потім включити хванарик від того телефона і піти в палатку потужності і там посрати, можливо, щоб не до вітру так от ходити на морозі, а щоб у вас були стінки якісь, знаєте, щоб не продуло, як то кажуть. І щоб ви тим телефоном собі дірку ту могли підсвітити, щоб ви попали в ту дірку. Понимаете? Так она в чем виновата? Если она знает, что за то, что она будет вот эту всю ересь людям вот с таким уверенным видом, і вона ж така, бачили, нещасна, в неї такі очі, значить, вирячені, оце, хороше слово таке українське. І вона так сидить, знаєте, і так розказує, що це наші діти мають бути готові. Ну, то есть она зарабатывает на горе людей. В том-то все и дело, что у них разорваны причинно-следственные связи у этих тылыц, которые не понимают, когда они сидят и вот эту потужность нагоняют, потому что им зарплату за это платят. И они думают, что они своим детям... Их дети не будут вообще воевать, их дети не будут страждать, потому что они сейчас делают все, чтобы их дети оказались где-нибудь на Канадийщине и Вашингтонщине. А Даша Заривная, которая тоже подгребала хвосты за Ермаком, где она сейчас? Она красиво всплыла в Чикагском каком-то университете. То есть они все, как зарабичаны, соглашаются работать на спецслужбы, на соросовские фонды, в этих НКО, в этих всех инфильтрованных иностранных структурах, которые кто сюда привел? Не Зеленский? Не Зеленский у нас вообще британско подданный. Не у Зеленского замок и 2 квартиры, и Лена, и дети живут с паспортами британскими на территории британской короны. То есть когда полностью надзиратель, губернатор, как хотите его назовите, или там администратор концлагеря, он задает те правила, которые ему диктуют его белые господа. И он их выполняет, ему плевать на то, сколько людей тут умрет в окопах или в своих квартирах, потому что он выполняет задачи, чтобы его дети не воевали, чтобы его дети жили хорошо, весело, замечательно, получали хорошее образование, ездили на дорогих автомобилях, в дорогие курорты. У Ленки были, как говорится, все самое каштовное, дорогое, красивое, чтобы на самолете летать. Что можно? Мы осуждаем эту идиотку. А что, таких идиотов мало, мы уже слышали, которые рассказывают народу, что вы идите воюйте? Так это ж как в том анекдоте, я же вам рассказывала, по-моему, его уже. Когда еврей и украинец собираются, еврей приходит и говорит: слушай, услышал такую новость, война, будет война, ой, надо бежать, бежать, господи, что ж делать, это ж столько работы, это ж надо квартиры продать, это ж надо бабки вывести, это ж нужно счета закрыть, это ж нужно куда-то детей там пристроить за границей, это ж нужно столько дел. А украинец такой: да, точно, столько дел. Говорит: а у тебя какие дела? Берешь ружье, иди воюй. Так Зеленский это и делает. Ты берешь ружье, идешь воюєш, ти незламний, ти потужний, ти герой, який не вмирає. Тебе протягнуть по Хрещатику в труні, всі стануть на коліна, тебе поховають красиво, ти лежиш, тобі, значить, флаги, прапори,
всунуть в зубы вот там вот в гробу. Флаг будет трепыхаться на ветру. Какие-то дельцы, знаете, будут отшивать эти флаги за бешеные деньги, получать заказы. Каждый год новый флаг, понимаете, там, как говорится, копеечка к копеечке, и бедному Мойше на Мерседес. Миндич будет бабки вывозить миллиардами, а потом бегать по набережной Тель-Авива. Шефиры вообще там не отсвечивают. Ермак уже вновь возобновил свою адвокатскую деятельность. Дашка Заривная в Чикаго. Где они все? Их дети не будут воевать, в том-то все и дело. И дети Федорова не будут воевать, и дети Притулы не будут воевать. И все остальные, которые сейчас зарабатывают на этой крови и войне, вот эти, которые бусифицируют, те, которые стреляют в спину в ТИСе, те, которые обелечивают, те, которые справки выдают, это же все украинцы. Они же принимают эти правила игры. Так чему мы удивляемся? Это и есть мы, Саша. Когда один сосед готов другого соседа сдать, застрелить, сдать ТЦК, понимаете, потому что у него квартира, возможно, получше, или там у него какой-то кухонный комбайн стоит. Только одни грабят миллиарды, а другие грабят, понимаете, кусок линолеума. Ну, просто понимаете, в чем дело. Тут как бы такой момент. Какой, Саша, момент? Ну, все... у нас же все-таки не какой-то там первобытный строй. Люди понимают... Понимаете, Саша, ужас заключается в том... Подождите. Вот люди имеют доступ к информации, люди имеют доступ, они смотрят фильмы, они смотрят программы, они имеют к этому доступ, они могут это делать. Даже вот этот вот телемарафон безумный, да, все равно его никто не смотрит, понимаете? Все как бы подпитываются с другой стороны. Просто человек сам выбирает, да, ну, то есть откуда, да, то есть, например, посмотреть каких-нибудь хороших русских, которые там вообще что-то, какую-то ересь в последнее время несут, ну, а их как бы, видите, привечают. Зеленский отправляется к Тихановской, понимаете? Тут все животы рвут над мужем этой Тихановской, а он отправляется к Тихановской. Как бы, ну, это шутка, конечно, такая специфическая, но, короче, по уровню себе нашел, да, но у него же там планы, у него же там пошатать, у него же там вот эти все комбинации, и все с умным видом рассказывают про какую-то белорусскую оппозицию, или там, например, русскую оппозицию, и все вот туда как бы тянутся и тулятся. Все вот люди сами выбирают, Гордона им смотреть условно, или кого-то другого, понимаете? И люди могут сделать этот выбор, но выбирают они почему-то вот это. То, что ведет их, ну, к погибели, да? Но если ты вот выбираешь вот это, то ты вроде как это, да, сопричастен с великим. Так они хотят. Понимаете, они идут за козлом-провокатором на бойню. Им говорят, что он ведет вас на бойню. Они отказываются верить и хотят проверить. Вот они проверяют на себе, на собственной шкуре. Во-вторых, смотрите, слушать, слышать и иметь доступ к информации и пользоваться ею – это две большие разницы. Потому что умные люди, которые услышали, например, меня, когда я еще до всех этих событий, уже находясь в Турции, я открыла свой канал, и я говорила, что у меня есть четкое подозрение, что что-то будет, поэтому люди, готовьтесь. Мне кричали, что ты такое говоришь, да быть такого не может, никаких признаков нету. Я говорю, вот кто способен услышать, услышьте. И многие люди, благодаря тому, что мне тогда поверили, просто были начеку, они хотя бы смогли принять этот удар не как гром среди ясного неба. Это уже для них было подспорьем в один момент, а потом они быстро приняли решение и быстро свалили, потому что они поняли, что это не будет, понимаете, веселая прогулка. И я, по крайней мере, моя совесть чиста, что благодаря мне какое-то количество людей просто спаслись, потому что они слышали то, что я им пытаюсь донести, они думали, що от Єгорова сумасшедшая, подивіться, вона кричить, замість того, щоб спокійнесенько так
гарно з нами розмовляти. Нам подобається, коли тихесенько так. То есть, когда людей усыпляют вот этими всеми обещаниями светлого будущего, когда им рассказывают скоро, зараз джавеліни, потім що там були? Абрамси, Или в потім Леопардовом все, помните? леопарды. То есть там все, были какие-то, такое количество было вот этих вот потемкинских деревней. И вот люди, те, которые верили, вот они пришли. Так это еще не все, Саша. Вот эти все, мы с вами обсуждали, да, гвардейцы, которых готовят к тому, что, возможно, начнется после окончания там, боевых действий что-то, это все предтеча следующего этапа. То есть вот этих всех людей, которых сейчас доведут до белого коленя, им уже нечего будет терять, они поймут, что нужно что-то делать, они начнут объединяться, возможно, партизанить, какое-то сопротивление оказывать. А репрессионная машина уже выстроена. Этих людей просто будут, понимаете, Ну, это же вот потрясающий же случай, да, воображение потрясающее. На Майдане, майдановец, 59 лет военному, да, у него, он служил, потом ну, списался, да и возраст уже 59 лет, понятно, такой весь патриот. Поссорился с местным депутатом, Корсунь-Шевченковский, Черкасская область. Поссорился, тот написал заявление о покушении, приехали его брать. Там темная история на самом деле, потому что непонятен предмет, да, вот этого спора. А тот увидел, что его приехали брать, застрелил 4 полицейских, и спецназ его как бы, ну, ликвидировал. Ну, то есть, понимаете, и это просто такой, ну, эпизод, да, эпизод. А за ним же стоит целая жизнь, целые конфликты на местах. И это в шуме мне вчера рассказывали, что, ну, писала женщина, я зацитировал, она 2 таких посыла про ТЦКшников и про нацгвардейцев. Короче, молодые, накачанные такие ребята, все рослые, высокие, они не служат в армии, они служат в нацгвардии. Они тренируются, владеть оружием, все там формы боя, тренировки у них регулярные, зарплаты хорошие. Они готовы, эта власть готовится, что если вдруг вот эти, которых схватили, скрутили, отмутузили, закинули в БУС, они там на фронте скооперируются в этих бригадах и корпусах, получат боевой опыт. Опыт получат. И один момент это будет такой силой, которая решит заявить о себе, ну, то есть развернуться и пойти условно к власти, спросить в маршем справедливости, да, как, ну, у Пригожина было там вот эти походы. Это ровно для того, чтобы им противостоять, чтобы они, Конечно, как бы, если одни пойдут на других, то тут надо же власть кому-то защищать. Это поэтому столько у нас полицейских, поэтому доплаты полицейскому за военное положение. Да не должно быть полицейских при военном положении. Все должны идти в солдаты и, так сказать, с оружием в руках, умеющие стрелять, владеть оружием. Первыми должны бросаться, скажем так, на защиту государства. У нас нет. У нас гражданину государство не доверяет. Более того, оно его принуждает, давит, душит, лишает всех прав, закрывает выезды. И вполне себе и вероятно, что бусификацию отменят. Да, но сделают такие условия, что еще больше людей попрет, потому что выхода не будет в эти ТЦКшники, к этим ТЦКшникам, в эти военкоматы и на фронт. Потом, где ты можешь еще заработать, прожить, прокормить семью, как-то существовать, складываются условия, что ты можешь как-то существовать на фронте. Поэтому пойдешь. Так нет, Саша, эти условия не складываются, а их складывают осознанно. Они же и говорят. Вы что думаете, вот эти вот глашатаи, эти рты, которые приходят в студии, они просто так это все чешут? Они и говорят, они просто людей готовят, понимаете, к тому, что дальше будет. Что Украина больше никогда не будет той страной, которую вы знаете. Тому що це був вонючий совок. Теперь права отобраны, постоянное состояние военного положения, которое можно продлевать вечно, пока еще пальцы будут целые у этих кнопкодавов.
и пока они все не вымрут естественным путем или их не пересажают за коррупцию. И люди будут, единственное место, куда они смогут применить свои, как говорится, способности, это война. То есть их будут с детства готовить. Уже вони будуть вважати, що батько їх Бандера, уже они будут сидеть в подземных школах, уже они будут, значит, заточены на ненависть, их сформируют таким образом, уже им не будут развивать какие-то гуманистические, какие-то творческие таланты. То есть у них будет военная подготовка с детства. И как только они будут достигать определенного возраста, они будут знать, что прямая дорога на фронт. И там ты можешь быть полезным. Они уже говорят, что Украина это будет форпост Запада, что это будет армия, это будет военизированное образование, это будет концлагерь, где все, кто родился на территории этого концлагеря, по сути, будут определены с рождения, как рабы будут чипированы украинской идеей. Это секта, понимаете? Они ее создают. Далеко ходить не надо. Вот я недавно делала стрим большой по этому поводу, увидела большое интервью женщины, которая из постсоветского пространства уехала в Израиль и попала там в ортодоксальную общину. Так вот она рассказывала, а я вам говорю, посмотрите интервью, если вы не верите мне, что такое ортодоксальная еврейская община в центре еврейского мира в Израиле, в Иерусалиме. Это средневековье. И они живут по принципу секты. И то, что им скажет раввин, они будут делать. Женщины, дети, мужчины, все. Так вот, по этому же принципу, с учетом того, что у нас еврей-президент, они строят к тем, кто будет рождаться и планирует жить на этой территории, вот такой вот принцип существования. А то, что у Зеленского будет Лена жить красиво, у Миндича, у Шефиров, у Даши Заривной, кому вообще вот дадут выходное пособие, это вас не касается. Конституция на паузе, Конституционный суд разгроблен. Вся политическая система, которая существовала 30 лет, уничтожена. Последних из магикан, Юлю и Петю, значит, поставили, как говорится, на счетчик, и они не жужжат, тоже думают, как бы им пропетлять ради своих детей. То есть их дети тоже не будут воевать. Они здесь зарабатывают, остатки роскоши разгребают, а дальше они уедут на пенсию. Им дадут выходное пособие. И у Пети, и у Юли есть недвига за кордоном, и они спокойно сядут и выедут. Они сейчас доиграют этот свой спектакль, а потом они будут где-нибудь старость, как говорится, встречать и мемуары писать. А некоторые, как Дашка Заривная, будут, значит, по университетам делиться передовым опытом. Как продать собственную страну, не обращая внимание на возгласы и мольбы о помощи быдла, которому мы сократили жизнь по максимуму. Так как с нас сняли ответственность наши белые господа, они нам это заказали, и мы на это подписались. Это и есть, Сашенька, новая версия фашизма, нацизма, который пришел вместе с европейскими ценностями и, собственно, расцвел на этой почве. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо тебе, Саша. Извините, друзья, что я называю вещи своими именами, но имеющий уши услышит, а имеющий глаза увидит. И, возможно, это даст вам возможность принять правильное решение для собственного спасения. Спасешься сам, спасешь рядом живущего. С Богом, как говорится. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.